Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз, что изменится до конца июня в вашей реальности, в вашей судьбе. Хирон в вашем знаке зодиака и новолуние в Близнецах. Вторая половина июня нам дает задел на будущее. Вот давайте мы с вами сегодня пройдем очень важные 4 шага, всего их будет 6, но основные, конечно, 4, которые изменят вашу реальность. Особенно обратите внимание на 3-й шаг. Там скрыт секрет вашего финансового благополучия, а возможно и исцеления, которое позволит выйти как из какой-то петли реальности. Хирон – это ведь всегда символ израненного целителя. Ну, я бы сказала, это по Хирону в Овне. А вот Хирон в Тельце – это как символ израненного ангела. Итак, шаги. Первый шаг. Что вас тянет назад? Не торопитесь куда-то. Послушайте вот то, что подскажут карты. Не ставьте перед собой заранее табу. И тогда, возможно, вот какой-то надоевший сценарий для вас будет, по крайней мере, более определен, что и как вам действовать. Вторая карта отношения. Кто зеркалит вас, кто или что появится неожиданно до конца июня. Третья карта. Что отпустить? За что себя возможно простить? То, что просится, как будто само уже подходит к итогу, к завершению. И 4-й шаг. Что важно сейчас? Ваш главный ресурс. 5-я карта. Что изменится, а что изменит вас? И что с тельцами произойдет дальше или произойдет в вашей жизни? Будущее, к чему вам быть готовому? И вот у нас 6 шагов с вами положены, основные 4. Давайте будем узнавать. И я должна сказать, что Хирон в вашем знаке зодиака, который будет с 18 числа, он вам дает до середины сентября сориентироваться, что будет с вами происходить последующие 7 лет, когда окончательно Хирон перейдет в знак зодиака именно Телец. Дело в том, что середина сентября и с заходом на 2027 еще будут месяцы, когда он вернется в Овен. Но уже вот этот вот период с середины июня до середины сентября – это уже палитра чего-то нового. Но вот как Уран в Близнецах, вот где-то тут есть по временным рамкам такое вот, как сопоставление. Паш чаш. Паш чаш, вот нам показана девушка, которая много что-то записывает. Может быть, переговоры по телефону. Как будто стоит чашечка кофе, планы какие-то она составляет, пытается везде как будто бы успеть. Это то, как в воодушевлении. Задумалась она о чем-то. Вот и вы, тельцы, вы о чем-то задумались уже сейчас. Вы явно видите то, что вас может тянуть назад. И есть, стало быть, какая-то история или старый сценарий, который... Телец думает, а надо ли мне все это? Да точно думает, 4 чаш. Какая-то была прежняя, может быть, ваше в чем-то участие. Или, я бы уже сказала, по 4 чаш сложилась определенная обстановка, и вы понимаете, вот как назад я не хочу. А с учетом пажа именно, ведь это добрые эмоции, что-то вас сейчас радует, но мне хочется сказать, телец не верит. Телец видит в этом какой-то подвох. И вообще сказать, что... Вы знаете, вот так вот в целом, что тянет назад? И мне хочется сказать следующее. У вас сейчас, есть повод для добрых перемен. Это точно. Или вы получаете до конца июня какое-то радостное известие. Но ваше восприятие, оно в другом ключе. Я ничего не хочу, мне все надоело, я от всего устала. И вообще глаза мои, может быть, и не видели. Вот, хотя такое говорить ни в коем случае нельзя. Но я к тому, что вот это внутренний настрой. Потому что телец сейчас настроен, как королева перьев. Да нет, тут скорее бы я сейчас со всеми вами разберусь. Вот вы испытывали мое терпение слишком долго. Вот теперь приготовьтесь. Теперь телец как будто настроен очень воинственно. Хотя я должна сказать, именно в этой колоде ее создала доктор. И нам здесь как главврач или зав. Отделением показан. То есть это административный работник, тот, который имеет лечебную практику, безусловно.
но который уже поднялся на другую ступень этой иерархии, и тот, который руководит уже не только собой, да, своими знаниями, а целым коллективом, может быть, отдает приказы, не случайно здесь у нас. Поэтому тут у вас какая-то работа с документами еще предстоит. Возможно, вы ожидаете документ в течение июня месяца, но тогда, вы знаете, тут как будто у вас что-то складывается хорошо. Ну ладно, так а что же тянет назад? Я бы вот из этого триплета сказала, тянет назад, ну как какая-то история. Точно. Что-то у вас было разрушено. Что-то в вашей жизни уже не сложилось. И я могу предположить, по Хирону вы много сделали попыток, а вот и ныне там. И здесь как будто с учетом пажа какое-то новое предложение, может быть, услышанная новость, которая, ну, вроде бы она воодушевляет. Или она призвана создать хорошее настроение. Но сказать, что у тельца хорошее настроение, с точкой я не могу. Скорее всего, в лучшем варианте тельцу никак. Нет эмоций, нет. Потому что опыт, сын ошибок трудных, вас постоянно то и дело как будто возвращает к той ситуации, когда было фиаско, когда был проигрыш, когда, может быть, кому-то из вас буквально территория очень символична, и за время пребывания Урана в вашем знаке за 7 лет предыдущих там наваял в такого Уран. Для многих из вас пришлось вынужденно переехать, уехать. Заняться, может быть, теми сферами деятельности, той практикой, которой вы не занимались. Именно потому, что вы не могли это изменить. Вы проходили какую-то трансформацию. И в этой трансформации, ну, вы еще сейчас находитесь. И в данном случае вот это воспоминание не дает идти вперед. Не дает построить семью. Не дает быть счастливым. Не дает буквально, ну, как реализовать свой собственный творческий потенциал. А ведь на самом деле среди вас есть очень много творческих людей. И знаете, здесь может быть какая-то одна вещь с учетом карты башня, которая буквально для вас как черная дыра. Все-таки мы рассматриваем, что тянет назад. Объект именно материальный, ненужная вещь, что-то старое, что-то сломанное, напоминание о прошлом. Пересмотрите, правда, свои вещи. Когда мы дома наводим порядок, вот как будто нужно из разрушенного жилища, ну, может быть, это и есть желание, построить что-то более стабильно, надежное. Потому что с вашим знаком зодиака, а тем более то, что связано где-то по Хирону, да, ну, кстати, по Урану в Близнецах, это ведь тоже второй ваш дом гороскопа, это материальные объекты, мои дорогие, здоровье и недвижимость, это ваши ресурсы и сама по себе стабильность. Вот то, что было разрушено, вам предстоит построить заново. Но вы почему-то, то или знаете, какая-то боязнь все-таки, или сомнение, что люди подведут, например, да, или когда сомнения, а даже вещи мы говорим, а вдруг пригодится. А здесь вам нужно расчистить свое пространство, потому что для вас сейчас как жизнь, совершенно, не побоюсь, в другом ракурсе, как в другом измерении. Но для этого нужны силы. И пока нам что-то напоминает как о разрушенном, несостоявшемся, мы, ну, сложно нас себя как минимум уговорить хотя бы, рассмотреть какой-то вариант. Да, вот это прошлое пережитое, оно сейчас такую ноту рационализма в вашу жизнь вносит или, может быть, даже заставляет рационально от чего-то избавиться. И тут, наверное, вам это качество помогает, потому что могут помешать эмоции, если как иллюзии, да, потому как иногда с иллюзиями воспринимается паш, чаш. Так вот, тут я бы сказала так, как и от хлама какого-то, от ненужных вещей нужно избавляться. Это вас тянет назад в ваши ресурсы, создавая для вас черную дыру по финансам. Но точно так же минусовые эмоции. Отношения. Кто зеркалит вас? Кто или что? Появится неожиданно в июне. Ого! Ну, все то, что я сказала. Возможности идут. Но мы ведь можем подзастрять от чего-то, отказаться. Мы можем подумать, о, нет, раньше обманули, сейчас опять обманут. Ну, почему нет? Давайте уточним. Аркан Солнца. Выбор правильного направления. Приготовьтесь, вы в июне определяетесь как минимум на срок 6-8 месяцев.
Так что или кто появится неожиданно? Для тельцов. Император. Здесь может быть важная персона. Здесь могут быть взаимодействия с конкретным человеком. Причем две карты говорят о том, что это пока не, может быть, не прекращается. Остаются какие-то нерешенные темы. И пока окончательно не будет подведен какой-то итог, а старшие арканы говорят, это не совсем про июнь. Возможно, это конкретное отношение, пока вы что-то доведете до ума. Причем кому-то так. Может проигрываться история, которая, ну, к примеру, даже с личной жизнью связана, или пусть это связано с работой, документами, недвижимостью. Все же император – это власть, закон, порядок. Поэтому тут так вот на одним днем у вас явно что-то не решается. Будьте реалистами. Здесь могут приходить еще неожиданно все-таки, как и известия из вышестоящих каких-то инстанций, от людей, которые именно как занимаются, да, решением вопросов государственных. Может быть, это как руководитель на работе, но, возможно, это есть конкретная личность, как император, но ведет себя, да, как император, который отдает указания. Но тогда вам нужно новую стратегию, тактику избрать в отношении этого человека и себя позиционирование в обществе, в коллективе, а может быть даже в семье. Вот для вас, как с чистого листа, мои дорогие, это дорога к солнцу, к новому качеству жизни. Но, повторюсь, есть то, что мы не отмахнемся так, знаете, как от назойливой мухи. Нет, так не получится. Надеюсь, опять же, вы понимаете мой сленг. Потому что по аркану император, два старших аркана говорят о том, что да нет, здесь у кого-то из вас по документам может быть своеобразный прорыв. Раньше вы что-то не могли сделать, а тут сможете осуществить. Вы можете получить какую-то важную бумагу, свидетельство. Или вы можете узнать неожиданно о решении какого-то человека. Туз свечей, ну или туз жезлов – это сам по себе шанс. И часто эта карта делит нашу жизнь на период до и после. Поэтому не все так однозначно. Тут действительно что-то зеркалит вас, и это будет продолжено. Я тут вижу именно с людьми, люди, император, с людьми сложными, когда вам нужно будет отстроить новый уровень собственного благополучия и по работе, и, может быть, личной жизни. Когда старший аркан – это всегда несколько сфер, поэтому будьте внимательны, у вас что-то будет проясняться, потому что карта Солнца – карта ясности. Третий шаг. Что отпустить, за что себя простить? Нам тут помощник, да, показан такой, ну, не совсем помощник, как спасатель. Ну, где-то можно как и помощник. Вот за что себя простить? Вы кому-то много помогали. Многие вопросы, в которые вы включились, мои дорогие тельцы, увы, они были на импульсе. Из добрых побуждений. Хирон в Тельце. А до этого Хирон в Овне. Перейдите на мой сайт, все ссылки в описании под видео. Прочитайте на сайте, найдете там на главной странице Хирон в Овне. Долгий период. Вот прочитайте, чтобы понять окончательно, вот правда, какой надоевший сценарий вам сейчас предстоит пересмотреть. Потому что я иногда говорю, если Хирон в Овне – это символ израненного целителя, Хирон в Тельце – это символ израненного ангела. Это тот ангел, который многим помогал, но сам вот теперь оказался совершенно как или раненым, или обездвиженным, или когда все ресурсы кончились, мои дорогие. Когда из, опять же, лучших побуждений у кого-то из вас уходили ваши средства, например, да, жезлы, дела, работа, бизнес, и откуда к нам приходят деньги. Это могли быть точно так же какие-то проекты, а вы в них свято верили. Но в этом, ну, на какой-то процент была ваша ошибка, потому что не было так продолжено, буквально спасает, как будто кота, да, наш герой, а вот там сзади, на заднем плане что-то горит, как будто это уже не подлежит восстановлению. Может быть, кстати, я могу предположить, какой-то человек может откликнуться вам, но все же нет.
Может быть, и откликнется, но карта нам о другом. А что отпустить? Я вам скажу, карта вора. Карта, по сути дела, мошенника. Нам показан праздник, но это как Рождество, рождественские каникулы, когда все выходят, гуляют вместе, парами, да, все расслабленные, готовы встретить это Рождество. И в такой момент, когда именно люди расслаблены, происходит манипуляция, конкретно вот кошелек достает, и никто этого не видит. То есть, несмотря на какое-то воодушевление, на добрый настрой, мы находимся среди тех людей, которые как минимум не желают нам хорошего, а видят свою выгоду или какое-то свое дело, может быть и темное, да. Ну вот у вас есть, смотрите, вы кому-то помогали, вот что отпустить? Мои дорогие тельцы, вы кому-то должны буквально сказать «нет». Может быть, определиться вам придется до конца июня по части вашей личной жизни, куда вы идете и с кем. И выбор может быть отшельник нам. Давайте еще одну карту между отшельником, вот так, и влюбленными. Сама по себе карта старшего аркана, как выбор. Кто-то будет определяться в личной жизни. Вы можете именно не верить, потому что видите, что что-то используют, ну, как вас используют, или что-то может вам напоминать о какой-то прежней ситуации, и вы будете видеть не искренность, а заинтересованность в вас. Где-то вы сами будете настроены на ту же самую волну. Но, повторюсь, мы же что-то не сможем исключить, нам придется что-то продолжать. Но вот в каком ключе? Скорее всего, это будете выбирать сами. Но больше тут могут быть такие ситуации, которые касаются какой-то ошибки прошлого. Может быть, принять, что именно самое ценное на сегодняшний день в вашей жизни – это ваш опыт. Но вы не должны повторить какую-то ошибку. А если мы уже прошли какой-то сложный путь, мы точно знаем, где мы там ошиблись. И это создает для вас сильную позицию, как ни странно. Возможно, не было бы счастья, да несчастье помогает. Потому что по рыцарю жезлов, да, тут какая-то неожиданная будет ситуация, будьте к этому готовы. Но вам придется к этому подойти, или пусть это будет конкретный человек. Вам как будто даже пусть был прежде какой-то обман. Либо персону вы эту не можете исключить из своей жизни, либо вы будете понимать, что есть ваша заинтересованность, я этого не исключаю. Может быть, есть помощь в каком-то контексте, на какой-то процент, в каком-то ключе от конкретного человека. Или есть ваша взаимосвязь, может быть и зависимая ситуация. Что-то мы не можем пока прервать. А что же тогда отпустить? За что себя простить? Но то, что простить за то, что мы что-то не досмотрели, да, вот как по этой семерке мечей я говорила, кто-то, ну, проманипулировал, а вы вовремя не увидели. Ну так вот за что себя простить? Может быть, простить какого-то человека. Здесь могли быть отношения, когда был уход, и неважно, кто первый уходил, вы или отказывался от отношений, или человек. Тут именно уход. По этой карте мы ищем выход, и мы его находим. Здесь придется, может быть, для кого-то из вас, и для вас период, когда, да, экс какие-то могут вернуться. А вот смотрите, для кого-то из вас, нам тут даже говорят, что есть у вас какое-то общение. У вас сложился определенный круг людей. Я должна сказать, астрологически у вас вообще будет меняться ваше окружение. Но тут ведь разные ситуации могут к этому приходить, способствовать, вас приводить. Поэтому это может быть как общение среди просто знакомых. Одни уходят, придут другие, но у кого-то это может быть более на таком глубинном уровне. Но и карты говорят, что все-таки из прошлого есть те истории жизненные, которые будут продолжены. Аркан Звезда. Будет карта говорить о том, что нет, тут не совсем короткий период времени. Тебя себя придется, телец, перестроить на новый лад, на новые энергии, потому что в твоей жизни ты что-то не можешь исключить. Но ты не можешь буквально остаться облапошенным, мои дорогие. Вот с первых карт нас к этому призывают. Да, тут кто-то будет желать продолжения,
Но только вы сами, мои дорогие, устанавливаете границы. И поэтому от токсичных отношений избавляться нужно. Ну, избавиться тут сложно сказать. Мы только что проговорили, что есть те, которых мы не можем исключить. Коллеги, соседи, родственники, какие-то еще взаимозависимые, интересующие ситуации. И обозначить тогда границы будет дважды очень важно. Или понять, или дать понять другому человеку, что как прежде уже не будет. Здесь нужно не потерять собственную ценность, мои дорогие. Будьте внимательны. Но я не исключаю точно такой же истории, когда вы и ваш партнер, двойка кубков, будет говорить, что вы как со своим партнером сейчас меняетесь местами. И то, что пережили вы, и, может быть, вы даже ушли, прекратили какое-то общение, то вот теперь человек будет пытаться вернуться вновь. И знаете, вот тут мы не отменим, правда, какое-то общение, но границы вот вы должны обозначить, по сути дела, отпустить какую-то свою наивность. Вот, наверное, королева мечей нам точно помогает. Вот такие энергии, вот с первой карты буквально, что тянет назад. Тельцы уже понимают, что тянуло прежде назад, что послужило, может быть, причиной какого-то фиаско. Но, наверное, желание вот это само по себе отстроить собственное благополучие в новой реальности, оно все равно вас победит. Давайте четвертый шаг, да, вот что важно сейчас, ваш главный ресурс на данный момент, и тем не менее добрые эмоции. Может быть, есть усталость от работы, есть усталость от отношений, но для вас сейчас хорошее настроение и, самое главное, позитивное отношение к самим себе. По этой карте будет очень важно, знаете, ну как наша ментальность. Если мы себе позволим погрузиться как в воспоминания прежних неудач, нам будет тяжело из этого омута выходить. Но а что же станет ключом? Запустит в целом новую совершенно как направление, цепочку развития событий. Ваша победа, мои дорогие. Вы что-то сделали уже хорошо. Вы уже теперь продолжаете, да, вот у кого-то это по работе. Возможно, ваше творчество. По этой карте тогда мы как будто должны рассчитать собственные силы, чтобы нас на все хватило. Потому что когда карта выпадает, это значение того, что, ну, победа мало, как будто ее достичь. Тебе сложнее будет, телец, удерживать это на том же уровне. Поэтому твое здоровье ментальное, твой отдых, когда ты, ну, придется по шестерке свечей привести в порядок сам по себе режим труда и отдыха, дать, ну, как отдых телу, мои дорогие. Может быть, вот и вдохновиться, да, получить какие-то позитивные эмоции, стабилизировать, мои дорогие, собственную жизнь, собственное здоровье. Не должно быть чего-то через край, чересчур. Баланс, вот все карты, как об эмоциональном балансе, да, нам тут не говорят, что это будет бесконечно долго по рыцарю чаш. Все-таки это вот на данный период времени. И если мы говорим до конца июня, будут сопутствовать такие добрые энергии в отношении вас. Поэтому вы можете определить даже, что когда у меня больше что-то получается, а в целом астрологически вам будет полегче последующие годы. Но не будет того, как было в предыдущие, допустим, 7. Но мы знаем, как работает Уран, правда, в вашем знаке зодиака. И теперь, поскольку он во втором доме гороскопа, поэтому сейчас в вашем центре внимания финансы. Финансы, материальное благополучие, ваша независимость, вопросы дома, жилья, все то, что я сказала. И кто знает, может быть, вот именно какой-то прогресс у вас будет начинаться либо в самый конец июня, как выровняется какая-то история, но она будет еще и связана с конкретными людьми. Может быть, вот какие-то новости, которые вы должны будете получить, либо важные документы до конца июня, для вас постепенно, шаг за шагом выстроят, но более четкую такую, ну, даже как тезис-план вы будете видеть, как вам нужно действовать, а как, вот точно какими способами вы не будете пользоваться. Для кого-то придется пройти много согласований. Поэтому настройте себя, возможно, на какие-то высокие инстанции. Возможно, вам придется как пройти вот эту систему иерархии,
Когда 2 короля и больше в моих раскладах, это всегда говорит, что нам приходится как будто разные вопросы решать, и решать это на другом уровне, не на том, на котором вы находитесь. И по пажу перьев я иногда говорю, пора сворачивать. Пусть это не совсем с этой колодой связано, но на самом деле представьте, что вы шли как по тропинке лесной. И единственное освещение – это узкая дорожка Луны. Вы знаете эту дорогу, вы идете, вы знаете конечный пункт, куда вы хотите прийти. Но пока вы шли, вы о чем-то размышляли. И вдруг вот такой вот внутренний инсайт, он как, знаете, эврика, загорается, как идея внутри вас самих, и вы понимаете, нет, с этого момента, с этой точки я сворачиваю. Мне нужно действовать по-другому. Будьте к этому готовы. Вам придется в июне словно свернуть. И поэтому для вас важна, ну, как и физическое здоровье, так может быть и где-то наведение порядка дома. Не должно быть, опять же повторюсь, сломанных вещей или того, что создает захламленность, или то, что вам напоминает от прошлого, тогда легче сворачивать, мои дорогие. Ну, банально даже, когда старье какое-то выброси, будем говорить, тогда и идти вперед нам как-то свободнее, словно налегке. А по пажу перьев это правда, как будто идти придется налегке. Давайте узнаем 5-й шаг. Что изменится, а что изменит вас? Колесо фортуны. Колесо фортуны будет какое-то ускорение. Опять же, повторюсь, у кого-то связано с документом, может быть, вашим решением, решением человека. Нам у нас здесь вообще-то пара даже выпала, мои дорогие. Да, правда, есть отношения, которые к нулю не сведешь. Но это карта той, которая умеет сказку сделать былью. И если мы говорим, что изменится, тут внешние события. Вы можете слышать, а новолуние в Близнецах – это всегда какая-то скорая, стремительная информация. Поэтому вы можете узнать что-то через средства массовой информации или решение конкретного человека. Вот даже то, что происходит вокруг вас, будет оказывать влияние на ваши планы. И действовать нужно, но действовать очень продуманно, что изменит вас. Смотрите, волшебно. Карта помощи высших сил. Вообще всегда, когда 6, это у нас победа. 6 жезлов, карта победителя. Ну и 6 пентаклей, здесь карта финансового успеха. Я говорила, что в центре внимания это именно финансы. Один из способов взаимодействия с миром. Поэтому вот этот способ вам придется как-то изучить заново. Возможно, пересмотреть свои траты, будьте к этому готовы. Возможно, вы откажетесь от каких-то трат, потому что как главная цель, которую вы перед собой поставите, она будет сопровождать вас весь июнь. Я этого не исключаю. Кто-то из вас будет менять имидж, кто-то из вас может, ну, может быть, как программу, да, оздоровление менять. Мы не говорим, что вы болеете, но как разгрузить тело. Возможно, кому-то из вас придется, я такое тоже не исключаю, как заняться своим внешним видом. Все же по королеве Пентакли это тоже важно. Встречают, мы говорим по одежке, провожают по уму. Так это ведь провожают, правда, встретить-то они должны уже как-то определенным образом. Телец хочет создать о себе, ну, как другое представление. А вот именно представление, которое при первой встрече складывается у человека, будет формировать в ментальности как восприятие нас самих. И, может быть, для кого-то из вас будет необходимо сломать этот шаблон. И это изменит и вас самих, вот именно, да, вот как внешний вид, но так и отношение людей к вам, мои дорогие. Где-то финансы в этом будут участвовать. Может быть, определенные финансовые траты, но эта карта говорит, держи баланс. А еще она нам говорит, не расходуй финансовые средства, тоже где-то чересчур. Да, тут высшие силы помогают заработать деньги, но не отдать, мои дорогие. Ну и не давайте ни в долг, не одолжайте, ну, потому что карта, опять же, предусматривает поток именно по направлению к вам. Но если мы его начинаем как бы пускать в тираж, то эти энергии перестают работать, мы себя рискуем, по крайней мере, обесточить. Что произойдет дальше? Будущее, к чему приготовиться тельцам.
И вот смотрите, это период июня, вторая половина, да, мы говорим. А потом последуют ваши продуманные должны быть действия, но я не исключаю, будет какая-то пауза. У кого-то из вас, может быть, будет общение, карта мага. Ну да, император маг с какими-то сложными людьми. Пусть это какой-то конкретный человек. Возможно, это перекликается, потому что мы говорили по императору, но это тот, кто отдает указания. Ну а по магу мы бы сказали, что это кто-то пытается манипулировать. И вполне вероятно, это вы куда-то не будете торопиться. А что это значит? К чему приготовиться? Тут может быть решение важного человека. С кем вы сейчас? Это у нас туз перьев, и это всегда выход из лабиринта. Здесь, правда, здесь как основополагающее что-то, да? Может прозвучать от некой персоны, и это будет оказывать влияние на то, что будет дальше. Возможно, вы совместно с кем-то будете строить договоренности, и потом вам потребуется для этого времени. И это время, это уже куда-то с заходом июль, может быть и август, я бы сказала, до середины сентября Хирон в вашем знаке зодиака, а еще у нас и ретро-Плутон, мои дорогие. И поэтому куда-то не торопиться. Тут как будто нельзя... Да, вот эта карта будущего, тройка свечей. Тут нужно какую-то идею переложить в тезис-план. Четко куда иду, куда не иду, обозначив собственные границы, вам это еще предстоит сделать. Что же произойдет дальше? Уйти от некоторых зависимостей. Вам тут придется, видимо, в связи, смотрите, маг, волшебник, да, выход из лабиринта мы говорили, но и карта дьявол. Будьте готовы к тому, что, ну, наверное, чьи-то манипуляции, они никуда не исчезли. Поэтому, ну и вы уже за этот период стали, точнее, реалистами. А кто не хотел, так тут так жизнь, ну, столкнула, да. Поэтому не замечтаться, конечно, сами будьте магами и волшебниками, потому что маг – великий практик. Я бы даже сказала, становление мага. Ваши собственные, не рождаются ведь магами, ими становятся, ваши собственные какие-то зависимости прежде. Вы будете шаг за шагом, как все сводить к нулю, как вычеркивать из своей жизни. Будьте внимательны и будьте к этому готовы дальше. Потому что что-то быстро вы не сделаете, но определенно вот этот лабиринт, он должен закончиться. Потому что на кону именно стоит будущее. Но пока ты, телец, не расчистишь свое пространство, как и ментальное, так и буквально, на что-то ты не определишься. Не согласиться на какую-то зависимую историю, на зависимую ситуацию. Не стать заложником, потому что ведь эта карта жертвы одновременно и заложники. Но это даже такая карта, она дает, все имеют карты, в колоде Таро положительные импульсы. Так вот, как будто у тебя, телец, хватит, ведь это материальная карта. У тебя хватит физических сил это выдержать, и психологически ты тоже сможешь это преодолеть. Так что же для тельца формируется дальше? Тройка пентаклей, две карты тройка, две тройки точнее. Вы формируете, может быть, в конце июня, вы определяетесь с ориентирами, направлениями. Карта Солнца ведь тоже сказала 6-8 месяцев. Потом последуют некоторые паузы. Может быть, иногда по семерке, точнее, по рыцарю пентаклей. Я путаю иногда эти карты, потому что и та, и другая говорит, знаете, о детализации, о наших продуманных действиях, нежели действиях на импульсе. Стало быть, есть какая-то тема, которая вами должна быть окончательно для себя лично прояснена, в каких это вы готовы рамках, углубляться в какие-то вопросы, на что вы готовы пойти, какие обязательства вы возьмете, но для кого-то последующий период совпадет с тем, что вам придется что-то изучать. И это будет необходимо для будущего. Может быть, и проходить какие-то курсы. Постепенно, шаг за шагом, себя вы будете адаптировать как минимум до конца года. Будьте к этому готовы. Это не есть просто короткий период второй половины июня для вас, мои дорогие тельцы. Это только выбор правильного направления. Но перед вами нет ничего невозможного. Стоит только захотеть. Ну а остальное – правильное взаимодействие и правильный расчет. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши добрые комментарии,
за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылки в описании под видео. Берегите себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.